Он открыл дверь посреди метели и замер. На его крыльце лежала огромная беременная медведица. Она не рычала. Она пришла умирать или просить о помощи. В горах, где зима длится дольше жизни многих деревьев, жил одинокий старик. Его маленький деревянный домик стоял на краю леса, среди снегов и ветров. Он давно привык к тишине. Утром печка и чай, днем колка дров, вечером потрескивание огня и воспоминания. Люди в тех местах появлялись редко, зато звери часто. В тот день метель утихла лишь к закату. Старик вышел проверить капканы, не для добычи, а чтобы убедиться, что в них никто не попал. И вдруг он заметил внизу у склона темное пятно на снегу. Это была медведица. Огромная, изможденная, она лежала на боку. Снег вокруг был примят и окрашен кровью. Когда старик подошел ближе, он понял — она беременна. Живот тяжело поднимался с каждым неровным вдохом. В ее боку торчал обломок металлической проволоки, браконьерская петля. Любой другой на его месте отступил бы. Один удар лапы и конец. Но старик увидел не хищника. Он увидел мать, которая проигрывает битву. Медведица приподняла голову, и взгляды встретились. В ее глазах не было ярости, только боль и странная, почти человеческая мольба. «Тише, тише, девочка», — прошептал он. Он понимал риск, но понимал и другое. Если уйдет, она умрет, и вместе с ней ее детеныши. Старик вернулся в дом за инструментами и теплыми одеялами. Каждый шаг обратно к ней казался вечностью. Медведица тяжело дышала, но не пыталась напасть. Когда он приблизился, она лишь тихо зарычала, не угрожая, а предупреждая. Ему потребовалось все мужество, чтобы подойти вплотную. Он работал медленно, стараясь не причинить лишней боли. Перекусил проволоку, аккуратно освободил рану. Медведица вздрогнула, но не ударила, будто понимала. Старик обработал рану насколько мог и, приложив невероятные усилия, перетащил рядом охапку сена и старые тулупы. Он не мог затащить ее в дом, слишком опасно и тяжело, но он мог остаться рядом. Ночь была длинной, он сидел у костра неподалеку, подбрасывая дрова, чтобы отпугнуть других хищников. Ветер завывал в горах, а медведица тихо стонала. Иногда она смотрела на него, долго, внимательно. Под утро случилось неожиданное. Медведица начала беспокойно двигаться. Старик понял, время пришло. В холодном свете рассвета на снегу появились на свет два крошечных медвежонка. Маленькие, слепые, едва живые. Старик замер, боясь дышать. Медведица была из последних сил. Но когда малыши тихо пискнули, она подтянула их к себе. И тогда произошло то, чего он никогда не забудет. Она посмотрела на него и медленно опустила голову на снег. Не в бессилии, а в доверии. В ее взгляде больше не было страха, только покой. Она поняла, что они в безопасности. Старик провел рядом еще 2 суток. Подкармливал ее рыбой, растапливал снег для воды. Рана оказалась тяжелой, но не смертельной. С каждым днем медведица крепла. Через неделю она уже могла встать. Слабая, худая, но живая. Медвежата жались к ее теплому боку. В то утро, когда небо стало особенно ясным, медведица поднялась окончательно. Она посмотрела на старика в последний раз. Долго, осознанно. А потом сделала несколько шагов к лесу. И вдруг остановилась. Один из медвежат, неуклюже переваливаясь, направился не за матерью, а к старику, подошел почти вплотную и ткнулся мокрым носом в его валенок. Старик тихо рассмеялся, чувствуя, как защипало глаза. «Иди к мамке, малыш». Медвежонок еще секунду постоял, будто запоминая его запах, а затем поспешил обратно. Медведица дождалась его и скрылась среди елей. С тех пор старик иногда находил у порога рыбу, свежую, аккуратно оставленную. Он никогда не видел, кто приносит ее, но по крупным следам на снегу понимал. В дикой природе нет слов благодарности, но есть память. И в тот год, среди холодных гор, одинокий старик больше не чувствовал себя одиноким.